Когда люди переезжают в Европу, они зачастую мечтают жить в центре города. Старые улицы, красивые дома, много кофеин. Я со своей семьей выбрал место больше на окраине Братиславы, где нет туристов, а вместо старого города обычные панельные дома. Сегодня я покажу район, в котором я живу уже больше полгода. Я расскажу, что мне нравится, что не нравится и почему я выбрал бы его снова. Да, и самое главное, не забудь сейчас подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. А мы погнали смотреть район. Этот район называется Дивинска-Нова-Вес. Это один из самых крайних районов Братиславы, почти на границе с Австрией. Когда я только переехал в Словакию, я даже не знал, что он существует. Но сейчас это место, которое я могу назвать своим районом. Итак, как мы нашли этот район? Все на самом деле очень просто и прозаично. Когда жена приехала ко мне сюда, мы поехали в магазин, в метро. Проехав несколько районов, понятно, мы там первое знакомство, такие, вау, все прикольно. Жена вышла такая, ну типа, вау, класс, что за район? Потом карта, посмотрели, как он называется, и по факту плюс-минус, можно сказать, мы определились с первыми желаниями, да, своими. До этого мы рассматривали еще два района, Ломач и Петержалка, но в итоге выбор остановился именно на Дивинской Нова-Вес. Я сейчас вместе с семьей поднимаюсь на любимое уже свое тут место, называется на Дивинская Кобыла. И подъем это не самый из простых, но, скажем так, там очень такая, как, не знаю, душевная, духовная история, потому что мы очень любим природу. Когда ты находишься в ее владении, ну, ты получаешь определенное удовольствие. А в конце видео вы увидите, ну, наверное, одно из самых красивых, на мой взгляд, мест в Братиславе, где ты можешь просто подняться на такую вышку и увидеть всю Братиславу вокруг. Но к горе мы еще вернемся. Там реально очень крутая панорама. Но это будет чуток позже. А сейчас давайте немного про сам район. Потому что Дивинска-Нова-Вес — это вообще довольно интересное место для жизни. Когда я сюда первый раз приехал, первое ощущение было тихо. Но вот прям реально тихо. Нет ощущения большого города, нет этого постоянного шума, и при этом ты все еще в Братиславе. Это спокойный, маленький такой жилой микрорайончик, в котором, ну, я не знаю, сколько домов, но их тут много на самом деле. Кстати, еще что я здесь заметил. В районе довольно много школ, и у них реально крутые спортивные площадки. Не простой какой-то маленький двор. Футбольные площадки. Я даже видел площадки, где летом играют в такой себе уличный хоккей. Не знаю, как это называется. Напишите в комментариях, если вы знаете что-то об этом. И рядом со школами почти всегда есть садики. То есть район довольно семейный. И самое главное, что меня здесь, ну, капец как удивило, это бейсбольное поле. Следующий момент – это подъезды. Практически везде они сделаны с пандусами. То есть спокойно можно заехать с коляской, с велосипедом или с чем-то тяжелым. И сами подъезды выглядят довольно ухоженно, чисто, аккуратно, без каких-то разбитых дверей или странных запахов, как это иногда бывает. Видно, что за домами следят. Когда мы рассматривали варианты в разных районах, на самом деле этот оказался один из самых доступных в нашем ценовом диапазоне. Я уже говорил в предыдущих видео, это звучало в ролике про аренду квартиры в Братиславе. Но повторюсь, что мы снимаем квартиру за 1150 евро, и в эту же цену уже включены все коммунальные платежи. Здесь очень много зелени. Лес рядом, поля рядом. И вот эта гора, Дивинская Кобыла, на которой я сейчас иду. Потом, когда мы уже прожили какое-то время, мы вообще как бы преисполнились, да, потому что
Ну, район, короче, реально по кайфу. По кайфу район. Он, еще раз повторюсь, он зеленый, он тихий, он спокойный, со всей инфраструктурой, которая мне надо. Короче, класс. Здесь есть почти все, что нужно для моей жизни. Из района, если честно, я не так часто выезжаю. В Tesco я хожу чаще всего. Мне почему-то по духу этот магазин. В соседний Lidl хожу не часто. И в следующем видео я расскажу, почему. Для любителей шопинга, мне кажется, эти кадры сейчас будут прям приятные глазу. Честно говоря, район не самый красивый с точки зрения архитектуры. Здесь нет старого центра, нет исторических улиц. Многие дома выглядят довольно просто. Такой, скорее, социалистический стиль. Но при этом многие дома сейчас постепенно реконструируют. И район начинает выглядеть лучше. Конечно, как и у любого района, есть и свои минусы. Например, если вам нужно каждый день ездить в другую сторону Братиславы, это может быть неудобно. Потому что район находится на краю города, как я уже говорил, и иногда дорога занимает, определенное время. Но если ваша жизнь в основном происходит здесь, вообще никаких проблем не вижу. Напишите в комментариях, любите ли вы ходить в горы. Потому что тут прям такой нормальный подъемчик. По кайфу вообще. Там наверху, короче, есть еще беседочка, где мы хотим устроить микро-пикничок. Сладкий стол, не знаю, называть это как хотите. Ну, короче, пончики, сок для малых, посидеть, отдохнуть, понаслаждаться видами. Почему это видео может быть полезно всем? Во-первых, те, кто проживает здесь, в Братиславе, возможно, они не знают об этом месте. Поэтому, ребята, welcome. Это супер место, на самом деле, для себя, для здоровья. Это кайф. Второе, те, кто не в Братиславе, тоже можно приехать, и это одно из таких туристических мест, от которых можно получить удовольствие. И, как по мне кажется, это очень недооцененное место, где, мало о нем говорят, а тем более показывают. Мы почти на первом чекпоинте доходим, и, как гласит одна поговорка, что устами младенца глаголит истина. Сейчас с дочкой вместе выйдем на этот чекпоинт, и, по факту, она скажет свои эмоции от увиденного. Что тут беседа? Обожаю сходить на эту гору. Тебе не сложно? Сначала было сложно, потом стало легче. Это мое второе восхождение. Вид, конечно, прекрасный просто. Речка прикольно, да? Угу. Что это зигзаг? Там еще видно ветряки, если прижмуриться. Угу. Они такие огромные. Угу. А там какой-то огромный город. Так это Братислава. А как там? Вкусно. Вкусно. Шоколад и клубника сочетаются. Сейчас мы почти уже добрались до смотровой вышки. И там, наверное, будет заключение этого ролика. Но в целом такой кайф. Столько силы. Да, холодно, но чуть зябко. Но в этом есть какой-то свой шарм, отвечаю. По кайфу, по кайфу. Короче, когда ты приходишь сюда в выходной день, здесь реально толпа народу. Всем хочется залезть на эту вышку. Но мы пришли будний день вечером. А тут нет никого. Эта вышка имеет 21 метр в высоту, 35 тонн, 112 сходинок. А дальше мне уже чуть непонятно. Тут, видимо, что кто, что. Построена она была в 2020 году. Мощная конструкция, мощная.
А вон там мы живем. Я не знаю, что-то вы слышите или нет, но аж слезы текут, если честно. У-ху-ху-ху. Это жесть, это просто жесть. Это просто жесть. Ребятки, я всем рекомендую сюда подниматься. Виды просто, ну, сногсшибательные, если честно.